в прошлой серии «Бедной Насти». Сычиха сказала что-нибудь, когда очнулась? А вы боитесь, что она расскажет какие-то ваши тайны? Сычиха должна была завернуть ее в одеяльце, на котором я вышила букву «А». А если я серьезно хочу связать с вами жизнь? Тогда вам придется долго ждать. Я люблю Анну. У меня есть для тебя предсвадебный подарок. Самое страшное, что матерью его первенца будет другая женщина. Что? Прошу прощения, барон, но мы пришли засвидетельствовать свое почтение госпоже Калиновской. Маша. Что происходит? Петя, подушку хотела поправить. Помоги, пожалуйста. Осторожно, 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 осторожно. Вот так-то. Удобнее будет. Вот так. А то никого не дозовешься. Татьяна куда-то исчезла. Вот так. Ты хотела помочь ей умереть. Я узнал, что Татьяна беременна, и что отец ребенка – это ты! Хочешь убить меня – убивай, но не тебе меня судить! Это почему же? Ты и Лиза! Забыл ту ночь, когда вас обоих не было дома? А вот теперь, глядя мне в глаза, скажи, что между вами ничего не было. Мне жаль, что с Татьяной так вышло. Жаль? Тут одной жалостью не отделаешься. Что ты собираешься делать? Ты не оставил мне выбора. Знаете новость? Андрей убедил отца освободить Татьяну. Спасибо, Софья Петровна. Да только я знаю. Ваш брат вчера вручил мне вольную. Ну ты ведь останешься с нами? Да, конечно. Куда же я от вас? Привыкла. Спасибо, что оставляете. Ну а как же иначе, Тань? Батюшка вам жалование хорошее положит. И Никите тоже. Спасибо. Я пойду отвар для сычихи приготовлю. Угу. А у нас-то все образуется. Да, Никит? Конечно. Колыбельку делаешь? Для маленького. А ты что-то не очень обрадовался Татьяниной вольной. Что-то не так, Никит? Ей-богу, смешно, господа. Ваши предположения абсурдны. Ольга Калиновская мертва. Если это так, барон, пожалуйста, покажите нам вашу новую служанку, немую Дарью. Или это служанка князя Муранова? Вы забываетесь, Карл Модестович. Я не намерен выслушивать все ваши бредни. Здесь хозяин я. Однако я здесь как предводитель уездного дворянства. И меня тоже интересует, кто эта крепостная и где она? Да Дарья-то вам зачем понадобилась? Бедная глухонемая девушка. Не впутывайте ее в свои интриги. Нет, это вы, барон, постоянно всех интригуете. А нынче вы интригуете даже против самого государя-императора. Ну, сколько веревочки не виться, всему приходит конец.
закипевший в крови, мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любил. Все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю. Я за тебя, Создателя, молю. Вы удовлетворили свое любопытство? Могу надеяться, что вы теперь покинете мой дом? Здесь какой-то подвох. Она где-то тут. Я это чувствовал. Вот-вот, и я тоже. Чувство вас явно подводит. Посмотрим, как вы заговорите, когда мы ее найдем. Карл Модестович, задержитесь на минутку. Что же вы не говорите? Чего изволите, барин? М? Вы ведь мой управляющий, не так ли? Чего изволите, барин? Уволить вас. Вы с таким рвением пытаетесь угодить его императорскому величеству, что я не смею вам мешать. Так я уволен. А вы как думаете? Как только мы найдем Калиновскую, вы отправитесь по этапу. Но не огорчайтесь. Получив наградные, я выкуплю ваше поместье и не дам ему прийти в упадок. Я не сомневаюсь в вашей хозяйственности, Карл Модестович. Подите вон. Неужели ему удастся найти ее? Надеюсь, нет. Слишком много людей на дворе. Пожалуй, вам лучше не показываться. Может быть, вы объясните мне, куда мы едем? Мы в поместье Долгоруких. Но меня же здесь все знают. Поэтому я говорю, что вам лучше остаться в карете. Проще было бы меня отвезти сразу в Зимний, в покое вашего отца. Но почему вы все время молчите? Имею я право знать, что вы задумали. Мне надо поговорить с Андреем. Обо мне? Да. Да вы с ума сошли. Он же прогнал меня отсюда. Ему ни в коем случае нельзя сообщать о моей тайне. Умоляю вас, не делайте этого. Так, Владимир Иванович. Так.
Крестик-то не наш, не православный. Мертва, говорите? Забавно. Неужели с покойницы сняли? Ха-ха. Что, Андрей Платонович, удалось что-нибудь найти? Нет. Да как тебе могло такое в голову прийти, Петя? Хорошо же ты обо мне думаешь. Что ж ты клянешься мне в вечной любви, а сам живешь с убийцей, так что ли? Да. И мы оба это знаем. Ты отравила барона Корфа. Ты стреляла в Марфу, чуть не убила меня. И твое появление здесь, у постели Сычихи, ведь не случайно. Да как ты смеешь? Я даже оправдываться не буду. И уж если я выгляжу в твоих глазах чудовищем, то сделал это ты. Ты мне изменил. Ты первый совершил грех. И, возможно, я потеряла голову. Маша, хватит. Ну, хватит уже говорить об этом. Хватит. Мы будем вечно по кругу ходить. Мы виновны оба. Ты согласна? Да, согласна. Но ты больше. Хорошо, хорошо. Я расплачиваюсь за это увлечение. Увлечение. Я не более того, поверь мне, не более того. Ты думаешь, я не вижу разницы между тобой и ей? Я совершил главную ошибку в самом начале. Если бы я тогда не продал барону Корфу Марфу, чтобы скрыть это увлечение, я бы уже давным-давно расстался с ней. Ну, конечно. А потом она снова появилась в деревне, и ты не устоял. Она пробудила во мне воспоминания молодости. А я в тебе уже давно ничего не бужу. Ты со мной постоянно. Ты не прошлое, ты настоящее. И этот год без тебя и детей – это год ада. Конечно. Как ты тяжело болел. Разве она могла бы ухаживать за тобой так, как я? Нет, нет, не поэтому, Маша. Она замечательно за мной ухаживала. Она хотела заменить мне весь мир, но я люблю тебя и детей. Повторяю тебе еще раз. Если бы Лиза тогда не нашла меня, я бы все равно вернулся в семью. Ты не представляешь даже себе, как ты нужен был детям в тот период. Как трудно воспитывать их одной. Я тебя понимаю. Я забрал у Марфы кольцо, которое я ей подарил. Дай-ка. Маша, оно не должно принадлежать тебе. Что ж, я отвечу за свои поступки. Вам обоим придется ответить. Елизавета Петровна, мне очень жаль, что вы слышали, но вам не следует вмешиваться в наш разговор. Трудно не вмешаться, когда два дорогих тебе человека ведут себя, как последние идиоты. Это дело чести. Значит, у нас с вами разные понятия о дворянской чести. Лиза, я прошу тебя, это не твое дело. Как это не мое дело? А если в итоге вашей глупой дуэли я потеряю брата или человека, которому очень дорожу? А что будет с Наташей? Оплакивать жениха и ненавидеть брата, который его убил? Не стоит так волноваться. Может быть, убит буду я. И это не лучше, Михаил Александрович. Наташа просила вас убивать Андрея? Наташа, я полагаю, что сам. Лиза, ты не все знаешь. А вас с Татьяной знаю. И знаю, что Наташа простила тебя. И вы ведь помирились, так? Да. Ну, и с Татьяной у вас все в прошлом. Зачем бередить? Нет, не в прошлом. Как? Татьяна ждет ребенка. От меня.
А поэтому она выходит замуж за Никиту? А Наташа... Знает. Она простила меня. Приняла мое раскаяние. Мы любим друг друга. И я поклялся никогда не причинять ей боль. Но эта клятва невыполнима. Татьяна с ребенком всегда будут напоминать Наташе о твоей измене. Если бы ты действительно любил ее, то уговорил бы расстроить помолвку. Ты можешь вызвать меня на дуэль, но не смей вмешиваться в мою жизнь. Не надо обманывать себя. Я видел, как Татьяна смотрит на тебя. Если так сближаешься с человеком, забыть друг друга уже невозможно. Миша, у вас говорит сейчас оскорбленное самолюбие. Оно заглушает все остальные чувства. Люди иногда делают ошибки, и я думаю, их можно исправить. Я знаю, у Андрея и Татьяны все в прошлом. Я рад, что Татьяне вольную дали. Чудно только, что барин раньше не сообразил. Да, но он не может допустить, чтобы его ребенок родился в неволе. Какое мне дело, что он может допустить, а что нет? Это моя семья. Я сам буду о ней заботиться. Извини, я не хотела тебя рассердить. Это вы меня извините, я не знаю, что на меня нашло. А мне кажется, я знаю. Пожалуйста, Александр, уедем. Стоило спасать мне жизнь, чтобы бросить на произвол судьбы в поместье Долгоруких. Андрей никогда не доложит императору. Не стоит испытывать людей, даже самых благородных. Тем более он меня не любит. Послушай, Ольга. Андрей причинил боль очень дорогому для меня человеку. И теперь сделает все, чтобы загладить свою вину. Он даже пойдет против воли императора? Да, пойдет. И один раз он уже сделал это. Куда? На его дуэли со мной. Так тем более ему не за что меня любить. Андрей способен держать слово. Не надо. Другого выбора у нас нет. И Андрей и Татьяна, они не созданы для двойной жизни. Они хорошие люди и страдают. Я понимаю вас, Елизавета Петровна. Андрей ваш брат. Вы всегда примете его сторону. Впрочем, как и я, сторону Наташи. Но ведь вы не хотите, чтобы Наташина жизнь омрачилась еще одной трагедией. И моя тоже. Если вы любите Наташу, и я хоть сколько-нибудь дорога вам, не вызывайте Андрея. Предоставьте его грех Божьему суду. Князь Муранов к вам. Говорит по срочному делу. Немедленно проси. А кто это? Я полагаю, мы можем доверять Елизавете Петровне как самим себе? Дело в том, что под именем князя Муранова в поместье гостит великий князь Александр. Добрый день, господа. Добрый день. Рада вас видеть, князь. Позвольте представить, князь Муранов, моя сестра Елизавета Петровна. Рад знакомству. Я хотел бы поговорить… Дмитрий, можешь идти. Если будешь нужен, я позову. Мне необходима ваша помощь и… Ваше Высочество. Князь! Вы можете не опасаться Елизаветы Петровны. Она надежный, верный друг.
Помнишь, ты сказал мне, что женишься, чтобы помочь Татьяне? Конечно. Это не вся правда. Ты любовь свою забыть хочешь, от тоски отвлечься. Может и так. Только это все равно. Мне сейчас надо думать, как заработать и семью прокормить. Да мои родители тебе помогут. Нет, мне помощь не нужна, спасибо. Да я не имела в виду, что... Я уверена, что у тебя все получится. У меня был прекрасный отец. Он меня учил, что работать нужно в полную силу. Мы жили не богато, но дружно. Я хочу, чтобы мой сын жил не хуже. Или дочь. Справная колыбелька выходит? Очень. Ты, Никита, хорошим отцом будешь. Ты добрый, надежный. Ты... Любая девушка сочла бы за счастье выйти за тебя. Никит, а вот та женщина, ну, любимая твоя, она знает, что ты женишься? Наверное. У нас новости передаются. А ты давно с ней не говорил? А зачем? Ей все равно. Я уж и надоел-то ей со своей любовью, наверное. Как может любовь надоесть? Она добрая. Она, наверное, чувствовала себя виноватой, что не может мне ответить. Ну, а теперь ей легче станет. Ты ее до сих пор любишь, да? Да мы почти и не видимся сейчас. Время лечит. С глаз долой и сердце вон. Это не про тебя, Никит. Ты всю жизнь ее помнить будешь. И вот сейчас сидишь и думаешь, как бы ты для вашего с ней ребенка колыбельку делал, а не для Татьянинова с Андреем. Калиновская была в доме. Должны же быть хоть какие-то следы. Однако, где следы, где следы? Зря я поддался на твои уговоры. Выгляжу полным идиотом. Посмешище из меня сделал. Да как можно, Андрей Платоныч? Я же все для вас сделал. Ну, даже если она была здесь, так уж наверняка не след простыл. Предупредил кто-нибудь. Не сбежала. Я же ее совсем недавно видел. Видел. Что ты видел? Что ты видел? Не успела она сбежать. Она где-то рядом. Я чувствую. Тебе бабкой-гадалкой быть, а не управляющим. Я больше не управляющий, Андрей Платоныч. Что так? Корф меня уволил. Мне теперь, кроме императорской награды, рассчитывать не на что. Сожалею, Карл Модестович, но я больше в этой авантюре не участвую без меня. Но мы же договаривались. Что мы договаривались? Мы договаривались улики представлять Бенкендорфу. Он их предъявляет императору. Понимаете? А у нас что? Пшик. Одни слова. Нет улик и награды не будет, это ясно? Я перерою все поместье, но я найду. Слышите? Смирись, Карл Модестович, смирись и забудь. Ты сделал ставку и проиграл. Я тоже сделал ставку. И снял банк. Иногда мне кажется, что я сама готова убить эту Калиновскую. Ну что смешного? Если вы, по ее милости, еще раз попадете в тюрьму, то я так и сделаю, я за себя не ручаюсь. Вы же видите, сколько неприятностей от нее.
Кажется, наследник это тоже понял. Слава тебе, Господи. Теперь он готов сделать все, что угодно, лишь бы она уехала из России. Господин Забалуев просил кланяться. Ушел? Да, только что. Спасибо тебе, Полина. Теперь я твоя должница. Если бы ты не предупредила, что Модестович узнал Ольгу, туго бы нам пришлось. Да что уж, как же иначе-то? Ну, могла бы промолчать. Потребовать с Модестовича половину награды за поимку Калиновской. Представляю, как тебе было трудно отказаться от денег. Я от тебя такого не ожидала. Восхищаюсь тобой. Ничего и не трудно. Другого выхода у меня не было. Модестович все равно бы не стал со мной делиться. А еще бы сказал, что я помогала Калиновскую прятать. Ах, вот оно что. А что мне оставалось делать? Либо бежать, либо правду вам все выложить. Из двух зол я выбрала меньшее. Так вот, какова цена благородства. Как бы там ни было, Полина, ты оказала нам большую услугу. Ты заслуживаешь награды. Скажи, чего ты хочешь? Я, барин, Владимир Иванович, я знаю, что она хочет. А ты-то откуда знаешь? Помните, вы говорили про спектакль? А, да, что-то такое припоминаю. Действительно. Мы говорили про укрощение строптивой. Полина могла бы сыграть Катарину. У нее характер задорный. А я, если позволите, Бьянку. В самом деле, Полина, хочешь репетировать Катарину? Я? Владимир Иванович, да я для вас все что угодно. Ну вот и славно. Аня, я хотела попросить у тебя прощения. Дело в том, что Калиновская просила меня, чтобы я ей помогла увести у тебя барина. Так значит, когда я увидела ее в постели с Владимиром, это ты ей в этом помогла? Прости меня, пожалуйста. Я к тебе со злом, а ты вон роль для меня выхлоптала. Ты теперь всю правду расскажешь барину? Да нет. Давай будем считать, что ничего не было. Верни мне перстень, Маш. Нет. Зачем? Чтобы ты отдал эту фамильную драгоценность очередной своей крепостной потаскухе? Я отдам его той, кому он принадлежит, и чье имя написано на нем. То есть своей незаконной дочери от этой девки? Анастасия мой ребенок, Маша. Ах, вот в чем дело. Петя, да это еще даже большее предательство, чем я думала. Предательство? Стало быть, ты хочешь ее найти, ввести к нам в дом, чтобы она там жила, напоминала мне каждый день о твоей измене. Маша. Может быть, ты даже хочешь, чтобы я ее полюбила? А Соня и Лиза делились с ней своими секретами? Андрюша бы обожал ее. А Марфа приходила ее проведать. Да нет, зачем же? Жила бы просто у нас в доме. И мы бы жили прекрасной, дружной, мирной семьей. Так, что ли? Гарем Петра Долгорукова? Весь уезд будет смеяться. Прекрати истерику. Здесь больной человек. Говори тише. Прикажете шить чедру светочей моих? Моя дочь достойна знать, что у нее есть отец. И я обязан сделать все для ее достойного существования.
Я боюсь, что она живет не в царских хоромах. И я тоже почему-то так думаю. А хочешь, я ее разрисую утятами, рыбками? Ну, неплохо было бы. Только охота вам, барышня, время на это тратить. А что, в свете я не бываю. По балам не хожу. Странное дело, такая красивая девушка, и сидите здесь, в глуши, как в заточении. А я тишину люблю. Мне бы только мольберт да краски. Больше ничего не надо. А природа, она вокруг. Рисуй сколько душе угодно. Так вы же здесь не встречаетесь ни с кем. Да я об этом и не думаю. Да если бы даже и пришел к нам кто, он на меня и внимания бы не обратил. Во мне все видят только младшую сестру Лизы. Лизавета Петровна, девушка прекрасная, смелая. Но вы лучше, у вас характер спокойнее. Ты правда так считаешь? Видел тут вашу картину. Заглядение. Тогда я и колыбельку также разрисую. Только у вас такая будет. Спасибо. Никто так для меня не старался. Да я просто уважаю тебя, Никита. Ты такую жертву приносишь. Всю жизнь будешь жить с нелюбимой. Так ведь я все равно уже никого не полюблю. А чего бы мне не помочь Татьяне? Не зарекайся, Никита. Все про нас только Бог знает. Откуда ты знаешь, полюбишь или нет? Не, так как ее не полюблю. Ну откуда ты знаешь? Пусть не теперь, через год, другой, третий. Но придет к тебе настоящая любовь. А ты связан по рукам и ногам. Что тогда? Да никакая любовь ко мне не придет. Да почему же не придет, Никита? Что ж ты себя заживо хоронишь? Такой человек красивый, искренний, честный. Скажете тоже. Ну неужели за всю твою доброту Бог тебе любви не пошлет? Ну зачем вы мне это говорите, барышня? Зачем сердце мне рвете? Я приехал к вам, поскольку мне не к кому более обратиться. Управляющий Корфа узнал Дарью. Черт возьми. Этого я и опасался. Я прошу прощения. Чего опасался? Дворовая девушка Дарья на самом деле Ольга Калиновская. Его высочество и барон Корф скрывали ее в поместье барона. Так она жива? Слава Богу. Да, жива. Но это единственное наше преимущество. За деньги Модестович мать родную продаст, не то что беглую польку. В поместье у Корфа оставаться небезопасно. Если Бенкендорф узнает, Ольга и Владимир будут немедленно арестованы. Интересно, а насколько мы опережаем людей Бенкендорфа? Я думаю, не слишком. Да, их могут арестовать в любую минуту. А где она сейчас? Посмотрите в окно. Она там, в карете. Вы привезли ее сюда? Ваше Высочество, она довольно долго жила у нас в поместье под именем госпожи Болотовой. Я не хочу вас расстраивать, но здесь ее сразу же узнают. Я знаю, Андрей. Но больше друзей у меня здесь нет. Нужно немедленно вывести ее из России. Прежде всего нужно отвезти ее в безопасное место. Я знаю. Я знаю такое безопасное место. Но ехать нужно немедленно. Это ж надо. Всюду нос сунул.
Нечистая сила. Это ты рассказала Корфу, что я узнал Калиновскую? Ой, больно! Пусти, деспот! Ты предупредила, что Забалуев ее ищет. Да нет, с чего ты взял? Ты кричать буду, ничего я не говорила! Как она успела из поместья убраться? Помогите, люди добрые! Убивают! Да. Актриса из тебя всегда была никудышная. Что? Это мы еще посмотрим. Мне барин новую роль дал. Главную. Ну, поздравляю. Ольга, скажи по-хорошему. Куда вы Калиновскую дели? Я ведь ее все равно найду. У меня теперь другого выхода нет. Мне терять нечего. Меня барин уволил. Ой, жалость ты какая. На кого же вы нас, Карл Модестович, покидаете-то, а? Ну, будет тебе и родствовать. Вот когда меня император спросит, я не стану скрывать, что ты помогала Калиновской укрываться. Так вас к императору и пустили. Найду Ольгу, пустят. Ой, какой важный. Смотри, не лопни от натуги. Не надорвись. Тебя, девка, не переговоришь. Ну ничего, я твой язычок обрежу. Ох, обрежу. Дай только срок. Вы здесь? Я смотрю, дверь в комнату открыта. Можно? Что же вы сидите одна в темноте? Думаю о том, какую роковую роль сыграла эта комната в нашей жизни. В нашей. Да. Не будь этой комнаты, Долгорукая не считала бы дядюшку своим страшным врагом. И он был бы еще жив. Пожалуйста, Анна, не травите себя понапрасну этими мыслями. Отца не вернешь. Вы зря себя мучаете. Постарайтесь не думать о плохом. Не могу. Как представлю, сколько страданий принесла эта запретная любовь. Да уж. После этой любви ребенок остался. Ребенок? Да, оказывается, у Марфы была дочь. И уж этот ребенок действительно пострадал больше всех. А где же сейчас эта бедная девочка? Марфа думает, что ребенка украла сычиха. Она роды принимала и сказала Марфе, что девочка умерла. Марфа ничего не помнит, она в горячке была. Но я не могу поверить, что сычиха способна на такое. А я бы предпочел вообще ничего не знать. Это старая история, чужая тайна. Бередить ее значит причинить страдания многим людям. А что, если она нуждается в помощи? Если она выжила, то давным-давно повзрослела. Жизнью как-то определилась. Стоит ли выражать прошлое? А если бы у вас был ребенок? Я не хочу больше ни о чем думать. И ни о ком. Только о вас.
ты сказала? Петя, не надо. Она слаба. Как ты себя чувствуешь? Воды. Слава Богу. Дай ей воды. Надо позвать доктора Штерна. Хорошо, скажи Дмитрию, пусть он за ним сбегает. Ой, Господи. Ты знаешь, кто я? Ты помнишь меня? Дмитрий, иди сюда скорей! Маша, не кричи. Сходи сама. Беги скорее за доктором Штерном. Будет сделано, барыня. Будет сделано, барыня. Мне необходимо знать, где находится Анастасия. Она еще очень слаба. Ну зачем ты ее мучаешь? Подожди, Маша, ты мне мешаешь. Ну это же жестоко. Вспомни. Вспомни, это очень важно. И никого и ничего не бойся. Я не дам тебя в обиду. Только скажи мне, где сейчас находится Анастасия?